Я монтирую видео более 10 лет, 5 из них в DaVinci Resolve, и с завидной регулярностью стараюсь найти для себя что-то новое. Программа DaVinci не так проста, как кажется на первый взгляд, потому как здесь есть вкладка Workspace Workflow Integrations. В интернете, если вы забьете в Google, практически ничего не найдете. Есть там какие-то облачные сервера, которые можно как-то впихнуть, но ее суть заключается немножко в другом. И я разобрался. И я сделал свою программу, свою модификацию для DaVinci Resolve, которая призвана упростить, а самое главное ускорить монтаж до просто небывалой скорости. И теперь я нажимаю Ctrl-, и у меня открывается Медиабутик, альфа-версия. Сегодня будет обзор, я рекомендую досмотреть это видео до самого конца, потому что здесь есть функции, о которых я и мечтать не мог когда-то давно. Делаю я эту штуку уже достаточно долго, достаточно кропотливо и усердно. Так или иначе, сейчас у нас есть 4, но на самом деле чуточку больше функций и приложений. Первое — это Key Vault. Это по сути своей медиапул на стероидах. Ключевые особенности каждого приложения вы поймете по ходу этого ролика, но базово Key Vault отвечает за импорт папок и импорт непосредственно файлов. И например, я беру какую-то папку, импортирую, в ней был файл непосредственно, он здесь показывается. Что в этом такого? Дело в том, что при помощи правой кнопкой мыши мы можем забиндить хоткей, далее мы можем указать кастомные теги, например, это у нас thumbnail. Мы уже понимаем, что во всем нашем мусоре это наш thumbnail. И если описывать двумя словами, это, грубо говоря, Power Beans. То есть мы, независимо от того, в каком проекте находимся, мы видим все эти наши файлы. Я просто кликаю 2 раза по своему файлу, он импортируется на таймлайн. Но если мы посмотрим на папки, мы можем заметить, что у некоторых папок включен режим Live, то есть живая папка. Я импортировал папку со скриншотами. И если я хочу, чтобы каждый новый скриншот без особых проблем можно было закинуть в таймлайн, я беру, скриншочу, он у меня раз в 5 секунд эта папка обновляется, и мы видим у нас наш новый файл. Если я сейчас допустим, на YouTube наскриншочу всякого, не знаю, еще что-то. Эти все файлы потихонечку, помаленечку появляются здесь непосредственно. Но это окно не столько для взаимодействия, сколько для организации дальнейших функций, о которых я поговорю чуть позже. Но мы перейдем к следующему приложению, не будем терять время. Этот инструмент создан исключительно для монтажеров в потоке, у которых есть какие-то клиенты, которым постоянно прилетают самые разные правки, и чтобы каждый раз не разбираться, не форматировать, не создавать to-do-листы, мы это все можем сделать достаточно просто. Значит, мы можем сделать либо новый список, либо просто импортировать, так сказать, наш проект. Соответственно, название проекта импортируется. И здесь, по сути своей, есть to-do-лист, но, как я и сказал, эта программа заточена на работу с DaVinci Resolve непосредственно. У нас есть, по сути, 2 варианта. Все клиенты отправляют правки по-разному. Все, что мне нужно сделать, это вставить такой список правок, типичный, нажать Enter, и все эти правки формируются, скажем так, в список непосредственный. Этот список достаточно прост, ничего лишнего, он отсортирован в порядке убывания, потому что правки правильно вносить с конца в начало непосредственно. И соответственно, безусловно, мы можем здесь важность правки и так далее выбирать, это не суть важна. Если мы отмечаем правку выполненной, она помечается как выполненная. И самое главное, что мы можем здесь сделать, так это маркеры импортировать на наш таймлайн. И все эти маркеры успешно импортируются. И если мы откроем маркеры, они все находятся там, где должны находиться. Более того, если я хочу добавить новую правку, я допустим, здесь увидел, что мне нужно что-то изменить. Мне не нужно запоминать тайм-код и так далее. Я просто нажимаю Add, и у меня сразу добавляется автоматически, правка, синхронизированная с таймлайном. Удобно ли это? Более чем. А в дальнейшем, если вам интересно, здесь также появится AI-ассистент, который будет любой вообще массив данных просто формировать в такой понятный список правок. И это еще не все, к сожалению, либо к счастью. О киллер-фичах поговорим чуть-чуть позднее. Далее приложение Takt. Я думаю, вы уже понимаете, что происходит. Здесь у нас происходит
вот эта история, но в связке с вашим смартфоном. Эту программу я делал в первую очередь для себя, чтобы мне было удобно, и в отличие от LoopDeck, в отличие от Stream Deck, здесь глубочайшая интеграция происходит с DaVinci Resolve API. Это значит, что мы здесь можем биндить не столько горячие клавиши, как это происходит везде, а мы здесь можем биндить функции из DaVinci Resolve. Ну и по завету, скажем так, любого макропада, мы здесь можем настраивать профили и можем настраивать непосредственно экраны. Давайте создадим новый экран, новую страницу, ее сразу кастомизируем, допустим, 3 — это отступ между кнопками, это радиус скругления. Вот у нас, значит, появляется наш workflow. И сюда мы можем биндить различные функции. Для начала, как я уже и сказал, DaVinci API. Мы можем выбрать непосредственно функции из программы. Вот, например, я хочу по нажатию на кнопку, чтобы создавался новый бин, новая папка. Все, что мне нужно сделать, так это перейти по этому адресу с двоеточием 1337 на конце. И теперь мы можем настраивать непосредственно наш макропад. Мы видим, что наш смартфон подключился, все окей. И теперь на смартфоне мы открываем приложение Takt. Ну и вот теперь я нажимаю новый бин, и вот он создался и сразу открылся в DaVinci Resolve. Давайте я еще создам новую папку. Бэм, вон папки создаются, они уже даже в список не влазят. Еще, давай, еще создаем папки. Ну, соответственно, вот так вот это работает. Это не вызывает горячие клавиши, это функция, встроенная в DaVinci. Или там, допустим, я не знаю, хочу назначить сохранение проекта. Да, значит, Project, Save Project. Ну, пускай это будет вот такая иконка. У меня это все появляется непосредственно на смартфоне. Я на смартфоне нажимаю на кнопку, и у меня все сохраняется. Далее, преимущество. У нас есть MediaBind. Это тоже монтажерская функция. Таких функций нет в других программах. Выбираем здесь медиафайл. Ну, например, эдакую картинку. Вот мою физиономию. И здесь я могу написать там, я не знаю, face. Кнопка, соответственно, превращается вот в такую картинку. И в углу у нас находится иконка. Что это значит? Если я сейчас на своем смартфоне нажму на эту кнопку, у меня картинка, мой MediaBind сработает. Так ли это? Ну, мы уже видим, что это так. Вот я 3-4 раза добавил картинку по одному нажатию. По сути своей, это, скажем так, интерпретация нашего KeyVault, да, из KeyVault мы можем двойным кликом добавлять точно так же файлы, но здесь со смартфона при помощи макропэда, если мы сюда хотим забиндить эффекты, мы можем не бегать между окнами, а это самое главное в монтаже, да, перемещаться, вот это вот расфокусировать свое внимание не хотелось бы. И раз уж я заговорил про бинд эффектов, у нас здесь точно так же есть макросы, но у этих макросов есть одно простое преимущество. Вы уже видите, мы можем забиндить непосредственно эффект. Опять же, это работает с 20-й версии, у которой появился вот этот вот Fast Search по эффектам непосредственно. Если мы сейчас нажмем эффект, мы видим, как у нас в нашем списке появляются наши непосредственно эффекты. Здесь будет также поддержка стандартных, чтобы вам вручную не писать. Например, я хочу забиндить Elastic Zoom, и вот что происходит. Происходит сразу вот это вот забиндженное сочетание шагов. Сначала нажимается Shift Space, потом пишется Elastic Zoom, потом стрелочка вниз, потом нажимается Enter. И сейчас буквально в течение 1-2 секунд эта кнопка появляется у меня на смартфоне. Если я сейчас нажимаю Elastic Zoom на своем телефоне, он отправляет эту команду непосредственно на компьютер, и эта команда выполняется. Это тоже еще не все, коллеги. Таким образом, если у вас есть некая библиотека эффектов, вам не нужно каждый раз имитировать вот это вот, выбрать макрос, добавить клавишу, потом вставить текст, потом снова клавишу. Это очень много времени. Давайте закидывать эффекты вот таким вот простым образом. Например, я хочу забиндить chapter. Я закинул его сюда, он у меня на смартфоне появился. И вот я нажимаю chapter, и у меня это все появляется абсолютно без проблем на моем таймлайне. Но важно понимать, что пресеты здесь далеко не все пока еще работают. Это все в процессе настройки. Но тем не менее уже основными можно пользоваться. И раз уж мы заговорили о подключении со смартфона к этой всей истории, то мы можем
с айфона подключиться, настроить на iPhone свой какой-то профиль для стриминга, например, подключиться с Android смартфона, настроить какие-то монтажные функции, подключить планшет, обвешаться, в общем, самыми разными устройствами. Программа будет понимать, что это разные устройства, на разные устройства можно вешать разные профили. Более того, если у вас экран AMOLED или OLED, что там выгорает, я уж не помню, мы можем включить OLED режим. И таким образом для глаза это не будет заметно, но картинка в вашем браузере, в вашем приложении на смартфоне будет немножечко двигаться. Это уже ни хрена себе, на мой взгляд, потому что, не нужно платить за какие-то дополнительные сторонние программы, миллиард программ, все это настраивать. Или вот за это, например, $300 отдать. Как вам идея? По мне так не очень. Теперь уже. Раз уж у нас можно подключиться и увидеть интерфейс нашего такта, да, в медиабутике, соответственно, точно так же можно подключиться. Мало ли, вам неудобно, да, чтобы программа всегда была открыта. Так и не надо. Мы сейчас просто помечаем в мобильном приложении, так сказать, наши правки. И что мы видим? Они отмечены сейчас на компьютере как выполненные. Удобно ли это? Да более чем. Я вам больше скажу. KeyVault точно так же синхронизируется со смартфоном. И мы со смартфона можем импортировать наши какие-то файлики. Импортировать, другой скриншот импортировать, третий скриншот импортировать и так далее. Вот для чего непосредственно нужен KeyVault. Чтобы вы прямо пальцем, не бегая по экрану, не открывая дополнительные окна, просто импортировали то, что вам нужно. А я напомню, что если мы сейчас делаем какой-то скриншот, в KeyVault он точно также отображается вверху как последний. И вот в таком формате взаимодействовать будто бы сильно проще. Что хотелось бы еще добавить? Допустим, я часто снимаю видео на iPhone, и я хочу сделать бесшовную синхронизацию со своим компом. В каком смысле? Чтобы я в KeyVault выбирал файлы из галереи, и они по локальной сети закидывались мне на комп, отображались здесь, и я это все импортировал. Но это будет в последующих версиях. Я уж не успел. Слишком много всего делал в последнее время. Это не все, конечно, киллер-фишки. Самое главное расскажу в конце, а пока перейдем к следующему приложению. Следующее приложение, либо вкладка, как удобно, называется Nodal, от слова нода. Изначально я планировал сделать marketplace бесплатный, чтобы все пользователи данной программы могли обмениваться удобно файлами setting, макросами, DRFX, в общем-то, своими наработками. И я здесь буду первопроходцем, я выложу сюда свои наработки, буду пополнять постепенно. Но основная суть заключается немножко в другом. Marketplace пока еще не фурычит. Самое важное на данный момент — это подготовка к маркетплейсу. Да? Если мы хотим обмениваться удобно нашими эффектами, их должно быть удобно создавать. У нас есть все наши ассеты. Если у вас нету папок с ассетами, вам программа сама предложит их создать. Здесь находятся все ассетики из DaVinci Resolve, которые я когда-либо сохранял. То есть стандартных эффектов, понятно, здесь нет, но вот мои наработки здесь отображаются. И, например, это переходы, это мои текстовые файлы, это мои генераторы. Если у эффекта есть картинка, она здесь точно так же отображается. У DRFX тоже. Но суть его даже не в этом. Давайте мы нажмем на какой-нибудь, например, main текст. Здесь точно так же будет превью анимированное. Это когда Marketplace заработает. Сейчас не об этом. Первое — это, конечно, Explorer. То есть, если мы хотим найти конкретный эффект в нашей папке в проводнике, мы нажимаем на кнопку, у нас это все появляется в проводнике. Логично более чем. Есть также две очень цветастые кнопки. И начнем мы с рефакторинга. Перед тем, как опубликовать свой эффект, логично сделать его красивым, с какими-то картиночками, возможно, цветным текстом в зоне управления этим эффектом. Если мы нажмем рефакторинг, нам программа позволяет это сделать. Это визуальный редактор узлов. Если я сейчас накину свой main текст непосредственно на таймлайн, мы увидим какое-то количество инструментов. Это то, что я для себя сохранил, то, с чем мне удобно было бы работать, и оно, удобно. Но если я открою рефакторинг, значит, что у нас здесь имеется? Безусловно, мы можем менять название лейблов, удобно, да, понимать, что к чему. Безусловно, здесь можно менять параметры, но самое основное сейчас конкретно — это стилизация и кастомизация. Я, например, хочу поменять местами Motion Scale и
камера Shake. А еще лучше, в принципе, камера Shake был вынесен в отдельную вкладку под названием камера Shake. А еще лучше, чтобы лейблы какие-то, чтобы был цветной текст «Спасибо за использование», а сверху была картинка, да, с брендингом, с логотипом моего плагина, а внизу кнопка, представим, что это бесплатная версия, внизу кнопка «Купить полную версию». Мы открываем Pages. Пишем, давайте C-Shake, камера Shake в сокращении, добавляем страницу. Оно здесь сейчас отображаться не будет. Добавляем картинку, но важное уточнение, конечно же, огромные картинки сюда пихать не старайтесь. Это ограничение системы DaVinci. Маленькие картинки еще можно, но вот огромные нежелательно. Соответственно, я хочу, чтобы он был первый, давайте я его сейчас вверх. Далее, камера Shake нам нужно перекинуть на другую страницу. Значит, мы берем наш камера Shake, здесь выбираем нашу новую страницу. Внизу я бы хотел добавить кнопку, допустим, «Купи полный плагин». Далее мы добавим еще группу. Группа пускай будет на главной странице, пускай будет с каким-нибудь зеленым цветом. И помимо всего, в этой группе уже пускай будет еще одна кнопка. Внизу пускай еще будет разделитель. И добавим еще одну цветную надпись, только на этот раз уже не группу. Дальше мы нажимаем «Сохранить». И теперь давайте посмотрим, значит, где наш main текст. И мы выбираем его. Мы видим наш логотип. Мы видим кнопку «Купи полный плагин». Мы видим цветную группу. В группе мы видим кнопку ВК. Спасибо за использование. Если жмем на «Купи новый плагин», бог с ним. Если жмем на ВК, открывается vk.com. Соответственно, если вы разработчик своих плагинов, так сказать, или хотите им стать, хотите сделать своих пресетов, да продавать их за много денег, соответственно, при помощи данного инструмента вы можете удобно этим всем пользоваться и реализовывать. Что появится дальше? Так это, безусловно, визуальное редактирование наших плагинов. То, чего нет в DaVinci от слова совсем, реализовано очень костыльно. Здесь я постараюсь сделать таким образом, чтобы все это было наглядно понятно, что какой инструмент за каким находится, как они называются, и все в этом духе. Это все сделать можно. Ну а если вы что-то накрутили, вам не совсем понравилось, безусловно, есть бэкапы, они сохраняются, никуда не удаляются, вы можете откатиться к более предыдущей версии, есть время, и все в этом духе. И страница с камера Shake, понятное дело, создалась, я думаю, тут ни у кого сомнений не возникало. Дальше у нас есть экспорт DRFX Package. Это функция, которая буквально перед записью перестала работать, но я ее восстановлю, не переживайте. Суть ее заключается в том, что мы можем запаковать любой наш пресет в DRFX, либо несколько пресетов в дальнейшем, пока только один. И вот, например, мой main текст, я могу выбрать цвет иконки, либо вообще импортировать картинку, потому как когда я создавал свои кастомные DRFX давным-давно, мне постоянно задалбливало: открой Photoshop, создай картинку 103 на 58 пикселей, сохрани это все, назови одним именем. И сейчас этого всего делать не нужно. И впоследствии вы нажимаете кнопочку Share и просто публикуете это в просторы комьюнити, значит, медиа бутика. Соответственно, такая история. Вы можете абсолютно спокойно настраивать свои эффекты, вы можете ими обмениваться, но это в будущем. Ну и, конечно, вы можете открыть проводник и вот посмотреть там DRFX, ваши эффекты и так далее, буквально из одного окна. Здесь синхронизации непосредственно со смартфоном нет, в дальнейшем, возможно, появится, хотя не знаю, насколько это необходимо. В любом случае, это MVP, мне бы хотелось собрать обратную связь. Но это не все. Я был бы не я, если бы этим все и закончилось. Есть функция под названием Smart List. Это дополнительный компаньон, мини-версия этого приложения, которая встроена в это приложение. Суть: у нас есть Keyword, у нас есть Edit Assist, у нас есть Takt. И если я сейчас открою Smart List, я увижу базовые настройки этого всего. Я увижу здесь горячие клавиши, сочетание клавиш Ctrl, Shift, Alt, 1, ну либо восклицательный знак в данном случае. Мы можем это все перенастроить, можем выключить Smart List, но его суть заключается в следующем. Я сейчас нахожусь в программе. Отвлекаться на смартфон я не хочу. Отвлекаться еще на что-то я не хочу. Но мне нужен функционал этой программы. У меня открывается мини-версия моей программы созданной. Вот я говорил, что у нас есть лайв-папки со скриншотами. И, например, я в монтаже отправляюсь что-то дальше скриншотить. Раз нажал, два нажал,
3 нажал. Все эти скриншоты оказались в программе. Никакого тебе перетаскивания пальцами в медиапул, потом из медиапула еще куда-то. Все, мне нужно что-то вот надыбать какой-то инфы, я просто сохраняю и все. И все, у меня новый файл выделяется цветом, он у меня уже в DaVinci. Надо ли что-то еще объяснять? Edit Assist точно так же отображается у нас здесь, в мини-версии. Соответственно, если мне нужен мой список правок, я его вижу прямо перед собой вот в таком вот виде. Что-то надо объяснять. Ну, хорошо, правка выполнена, все. Эта правка тоже выполнена. А вот эту я все-таки хочу переделать. И я специально настроил таким образом, чтобы это сочетание клавиш, да, в смарт-листе мы могли забиндить на нашу мышь. И я вот мышкой нажимаю, если у вас мышь, конечно, позволяет, у меня сразу открывается мой смарт-лист. Здесь я могу этим всем пользоваться. Если нужно, давайте я включу Last Used. Соответственно, последняя открытая вкладка будет у меня открываться. И вот я, допустим, хочу Edit Assist. Вот я сделал правочку, отметил ее. А вот эту правочку не сделал. Более того, я хочу, конечно, впоследствии реализовать там при помощи скролла, прыгать по правкам внутри таймлайна и так далее. Ну, всему свое время. Да, конечно, чтобы мышкой не выбирать, мы можем табом просто листаться. Впоследствии здесь появится интеграция с Nodal, там будут отображаться конкретные эффекты, и мы сможем непосредственно из Nodal либо там докачать сразу же какие-то новые подходящие, либо использовать наши. Как я уже и сказал, всему свое времечко. Во-первых, я бы хотел это довести до невероятного ума, чтобы это стал мирового масштаба компаньон, да, ну, пускай звучит амбициозно. Именно поэтому я все функции изначально из коробки называю на английском языке, чтобы впоследствии это все не переводить на английский, а проще будет локализовать на русский язык. И на Западе люди об этом тоже узнали. Весь интернет перерыл, но вот подобных инструментов я не нашел. Если вдруг вы заинтересованы в том, чтобы стать частью этого всего, пользоваться данной программой, данной интеграцией, данным модом модификации DaVinci Resolve, ссылочку я оставлю внизу. Важный момент. Я не разработчик. Какие-то функции пока еще могут тормозить, глючить, что-то может не работать. На то здесь и надпись альфа-версия. Поэтому, приобретая данную программу, важно понимать, что вы можете столкнуться с неоптимальностями. Что мне даст ваша поддержка? Ваша поддержка мне даст привлечь непосредственно профессиональную команду, которая поможет мне это все допилить до ума. Соответственно, вы можете это установить себе на Windows. Есть также версия под macOS, но она, честно признаюсь, достаточно глючная на данный момент. Не знаю, не то проблема в macOS непосредственно, не то в чем, но в действительности на Mac пока это не очень оптимизировано. Но важно понимать, покупая данную программу, вы поддерживаете меня. Если вы хотите, скажем так, задонатить в обмен за вот это, а вот это ни хрена себе программа. Никаких подписок, ничего, просто one-time payment, lifetime license, как говорят на Западе. Переходите по ссылке, это достаточно сильно поможет допиливать, докручивать. И если вдруг у вас будут идеи, как это докрутить и до какого ума это все довести, пишите мне на рабочий аккаунт мой, да, если вдруг вы какой-то разработчик и вы разбираетесь в том, о чем я сегодня вам рассказывал. Будет интересно пообщаться, возможно, мы сделаем какую-то свою unbelievable команду и будем вместе пилить с вами классный инструмент, который, я уверен, спасет очень много нервов, сил и времени в монтаже.